Закон об авторском праве стал ужасно сложным с тех пор, как появился интернет. Компании становятся более параноидальными, чем когда-либо, в отношении сохранения своей интеллектуальной собственности. Некоторые утверждают, что их паранойя оправдана, учитывая бесконечное количество пиратского контента, который можно найти в интернете. Тем не менее, корпорации иногда немного сходят с ума от этого. То, что мы делаем каждый день, от размещения фотографий на Facebook до загрузки домашних видео на YouTube, привело к нескольким крупным судебным искам, а в последнее время на людей подают в суд по каким-то совершенно нелепым причинам. И вот 5 из них. Один пользователь YouTube получил письмо от администрации видеосайта в 2015 году, в котором сообщалось, что одна из его загрузок была удалена. Корпорация Amy Music подала на него официальную жалобу за плагиат одной из их песен, которая, должно быть, была очень странной песней, потому что видео представляло собой всего лишь часовой зацикленный клип с мурлыканьем кошки, который он загрузил годом раньше. Не совсем понятно, почему Amy Music и алгоритмы YouTube убедились, что мурлыкающий кот звучит как танцевальный хит лета, но они были достаточно уверены в этом, чтобы немедленно удалить видео со своего сайта и демонетизировать весь его канал. Это было довольно большое дело для очень маленького канала, и оно было довольно хорошо улажено, как только попало в новости. Но он не единственный, у кого возникли юридические проблемы из-за звуков животных. Например, другой пользователь YouTube получил претензию на авторские права от звукозаписывающего лейбла Rambler Fish, потому что птичье щебетание на заднем плане его видео звучало слишком похоже на одну из их песен. Если вы один из тех людей, которые не могут притронуться к еде, пока не разместить ее фотографии в Instagram, возможно, вам не захочется посещать Германию. Если вы сделаете это там, шеф-повар имеет законное право подать на вас в суд, и он выиграет. С 2013 года в немецком законодательстве прямо указано: для тщательно приготовленной еды в известном ресторане повар считается создателем произведения. И прежде чем его можно будет опубликовать на Фейсбуке, в Инстаграме, сначала необходимо спросить разрешения у шеф-повара. Закон применяется только в том случае, если шеф-повар прилагает немного усилий для презентации блюда. Таким образом, вам, вероятно, сойдет с рук сфотографировать гамбургер в Макдональдсе. Но если кто-то положит сверху веточку петрушки, это по закону будет считаться искусством, и вам не дозволено сфотографировать его без разрешения. На самом деле, никто еще не проверял закон на практике, вероятно, из-за реакции, которая неизбежно последует. Но многие люди говорили об этом. Например, несколько шеф-поваров жаловались, что люди, которые фотографируют их еду, забирают интеллектуальную собственность из ресторана. Многие в своих ресторанах вывесили таблички, говорящие людям, что они не могут фотографировать заказанную еду. И если бы кто-нибудь подал в суд из-за этого, у судов не было бы другого выбора, кроме как встать на сторону ресторана. Ministry of Sound, британская мультимедийная компания, в 2013 году подала в суд на стриминговый сервис Spotify из-за их пользовательских плейлистов. У Министерства звука не было авторских прав на песни, они не представляли исполнителей, которые их написали. Также они не могли утверждать, что Spotify не имел законные права транслировать их. Им просто не понравилось, как люди организовали свои плейлисты. Пользователи Spotify создавали плейлисты, в которых были те же песни, что и в некоторых компакт-дисках, выпущенные Министерством звука в прошлом. Несмотря на то, что у Ministry of Sound не было собственных песен, они чувствовали, что им пришла в голову очень креативная идея слушать эти песни именно в таком порядке. Spotify в конечном итоге урегулировал дело в несудебном порядке. И хотя не ясно, какая именно сделка была заключена, похоже, что Министерство звука добилось своего. Любой плейлист, который казался похожим на их компакт-диски с компиляциями, был удален из поисковой системы Spotify. Однако Ministry of Sound все еще не было удовлетворено. Они сделали еще один шаг вперед и создали свое собственное приложение, предназначенное для того, чтобы вывести Spotify из бизнеса. Однако, судя по тому, как популярность шведской компании Spotify стремительно с каждым годом растет по всему миру, можно утверждать, что задумка британских бизнес-воротил провалилась. В
2016 году американка Кэрол Хасмит получила письмо от Getty Images с угрозой подать на нее в суд, если она не снимет эту фотографию, которую она разместила на своем веб-сайте. Это было странно, потому что она сама сделала фотографию и разместила ее на веб-ресурсах общественного достояния. Несколько лет назад фотограф Кэрол Хасмит пожертвовал 100 тысяч своих фотографий библиотеке Конгресса, чтобы любой желающий мог использовать их бесплатно. Библиотека Конгресса рассматривала это как один из величайших актов щедрости в истории библиотеки, а Getty Images, похоже, рассматривал это как один из величайших в истории актов обогащения за счет чужой работы. Они защитили авторскими правами почти 19 тысяч фотографий Хасмит, находящихся в общественном достоянии, и начали рассылать людям письма с требованием прекратить их использование, включая саму Хасмит. Кэрол, полная праведной ярости, подала на них в суд на сумму возмещения ущерба в $1 миллиард. Но по-настоящему запутанная часть этой истории заключается в том, что у нее нет счастливого конца. Суд вынес решение в пользу Getty, заявив, работы, являющиеся общественным достоянием, регулярно коммерциализируются, и авторы оригиналов не имеют права это остановить. Другими словами, хотя пожертвование Хасмит дало всем законное право бесплатно использовать ее фотографии, это не помешало Getty угрожать людям исками, чтобы они платили им деньги за использование снимков. В результате, единственное, что Getty признали в пользу Кэрол Хасмит, так это то, что отправленное ей письмо было ошибкой. В суде Getty получили всего лишь легкую пощечину от нее. Они все так же продолжают наживаться на чужом труде и требовать, чтобы люди платили им за то, что находится в общественном достоянии. Луис Россман зарабатывает на жизнь, показывая людям, как чинить электронику на своем YouTube-канале. Но когда он выложил видео, в котором показывал людям, как чинить свои макбуки, он чуть не потерял все. В 2016 году Apple направила Россману письмо, полное завуалированными угрозами, обвинив его в нарушении их авторских прав, позволив людям увидеть схемы своих компьютеров. Подробности письма никогда не были обнародованы, но Россман решительно намекал, что Apple угрожал совершить налет на принадлежащую ему ремонтную мастерскую, вывести его из бизнеса и закрыть его канал на YouTube. «Мы имеем право ремонтировать ваш мусор», – разглагольствовал Россман в гневном посте в своем блоге. «Мы имеем право исправить то, что вы создали, не взимая с клиента $650, потому что мы должны были получить новую деталь от вас». Apple в конечном итоге сняла обвинение. Вероятно, из-за всей этой рекламы и шумихи, которую удалось создать Россману. Но Россману просто повезло. Apple подал в суд на множество менее популярных компаний вторичного рынка iPhone по тем же обвинениям.